Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Модный дом Изабель Маран. В рамках фэшн-марафона «Недели моды в Париже» основательница бренда в дуэте со своей верной помощницей и правой рукой, художественным руководителем марки Ким Беккер, представили на соцзрителей коллекцию «Осень-зима 2024-2025». Название совместной линейки женских и мужских образов мне бы хотелось озвучить наверняка знакомой всем фразой «Назад в будущее». Почему так? Да все просто. Коллекция однозначно создана для молодых и дерзких. Для тех, кто мечтает и готов прикинуть на себя образы стильных девчонок из 80-х и начала 90-х. А также затронет тех, кто все еще тоскует по моде своей юности. Ведь здесь каждый наряд пронизан ритмами итальянской эстрады, творческими экспериментами панков и рокеров, эстетикой бохо и колоритным стилем гаучо. Не зря в комментариях к показу Маран заявляет: «Мы хотели вернуться к истокам бренда». Уже с первой минуты просмотра в душе возникает ощущение всеобъятности, безграничности, свободы с приятным привкусом ретро. А все потому, что хорошее тогда было времечко. Да, кризисное, смутное, но по-своему яркое, щедрое на искренние сильные эмоции. Начиная с первого модного лука уже четко читаются приметы ушедших в прошлое десятилетий. Куртки с объемными плечами, украшенные клепками и бахромой, сапоги гармошкой, платья в стиле бохо и тренчи, умеренные по ширине бананы и кожаные брюки на низкой талии, уютные дубленки и свитеры крупной вязки, вещи с леопардовым либо змеиным принтом. Не буду перечислять абсолютно весь представленный на подиуме гардероб. Вы и так, друзья, все сами увидите. Повторю лишь сказанную дизайнером фразу, которая, в общем-то, и определила сегодня настроение и характер коллекции. Как утверждает Маран, мы не занимаемся тихой роскошью, мы занимаемся беспокойной роскошью. Да Изабель никогда на эту тихую сторону и не заходила. В коллекциях бренда сложно найти хотя бы намек на аскетичность, строгость, минимализм. Напротив, дизайнер всегда работала и продолжает это делать в своей неизменной, свободолюбивой манере. В ее представлении носибельным и живущим вне времени может быть не только стиль «тихая роскошь», а и громкие тренды, берущие свое начало еще в прошлом веке. Они постепенно обрастают деталями и преобразуются в нечто новое. Со слов модельера, да, это ретро 80-х, но уже в недалеком будущем, в 2030-м. Главная героиня коллекции – целеустремленная, уверенная в собственных силах, смелая и решительная. Она легка на подъем, с чувством стиля и любовью к путешествиям и увлекательным приключениям. Кто-то из критиков даже назвал ее модной ковбойшей. В ее образе идеально подружились очаровательная женственность и сдержанная маскулинность, которые, благодаря таланту дизайнера, так гармонично дополняют друг друга. К слову, ковбойская эстетика сегодня пусть постепенно, но довольно заметно набирает обороты, что в который раз подтверждает цикличность моды. Например, свежая версия обуви в духе Дикого Запада была замечена у брендов Loewe, Coach. Джонатан Андерсон в своей манере покрыл ковбойские ботинки бисером, а Стюарт Веверс предлагает стоптанные сапоги из потертой кожи, делая ставку на модный винтаж. В линейке Маран это всегда актуальные сапоги казаки или казаки. В правильности произношения обычно идут бесконечные споры, но лично я считаю верным оба варианта. Обувь с широким голенищем, с кожаным каблуком и заостренным мыском дизайнер дополнила традиционной бахромой либо интересным съемным декоративным украшением. Согласно заданной теме, длинная бахрома динамично играла также на куртках, платьях-свитерах и жилетах, на юбках в форме повязанного на бедра платка, на сумках и шарфах. В гардероб на холодный сезон вошло немало одежды из замши и кожи. Здесь я отметила для себя эффектный блузон в красном или шоколадном тоне, брючный комбинезон и карамельная мини в дуэте с блестящими люрексом колготками. А ваш выбор, мои дорогие зрители, мы, надеюсь, узнаем из комментариев к видео. В плане построения силуэта дизайнер сегодня не изобретает велосипед, и вся коллекция в очередной раз группируется вокруг любимых линий и форм.
Но это визитная карточка бренда, от которой Изабель не может, а точнее и не желает отступать. В творческом союзе с Ким Беккер однозначно решено было не рисковать и создавать такое, что не будет иметь спрос среди постоянных клиентов и поклонников марки. Приятного вам просмотра, друзья! Огромнейшее спасибо за лайк и подписку. Всем красоты, тепла, позитива, нескучного дня и солнечного настроения!